Привет, друзья! Сегодня хочу посвятить наш эфир изучению формы. Хочу поделиться тем методом, каким пользуюсь я, какие материалы я использую для этого. И, конечно же, немножечко с вами порисуем. И работа у нас будет, конечно же, на примере котиков. Сразу хочу рассказать о материалах, с которыми я работаю. Для отработки тона, формы, для изучения его я использую достаточно бюджетную бумагу. В данном случае у меня бумага «Госзнак» от производителя «Гаммы». Моя иллюстрация на этом блоке. Блок состоит из 50 листов. С ним очень хорошо работать, бумагу не жалко. И сейчас покажу, какие работы я на ней делаю. Я беру графит и прорабатываю очень схематично форму, расположение композиционно, где у меня будет что находиться. То есть это такой подготовительный этап перед работой с акварелью. Но не нужно недооценивать графику. Допустим, здесь у меня обычный пастельный графит, который вот он даже остается на пальцах, его можно немножечко растушевать и довести до более такого собранного состояния работы. Но специально этого не делала, чтобы продемонстрировать вам, как можно еще интересно работать с данным материалом. Здесь я уже использовала графит, который размывается водой. То есть я сначала делала карандашный рисунок, а затем при помощи кисти и воды размывала всю картинку. Да? То есть интересный такой эффект получается. Здесь аналогично. Те, кто подписан на меня в Инстаграме или ВКонтакте, могли видеть акварельную работу. Здесь она сделана именно акварельным карандашом, акварельным графитом. Вот такие интересные эффекты он тоже дает. То есть я считаю, что вполне себе самостоятельная работа уже готова оформиться в раму. Ну, единственное, такой небольшой формат у него А4. Ну и, конечно же, покажу материал, с которым я работаю. Это графит Лира. Вот с такой капелькой на нем. Это означает, что он может размываться водой. Я даже вам сейчас продемонстрирую, что я имею в виду, если вы не знакомы с этим материалом. То есть я беру просто лист, начинаю штриховать или вести линии, неважно, да? Мы можем работать серебром, можем работать кончиком карандаша. Так, ну что-то такое. Затем я беру кисть. Смачиваю ее и размываю. Можно где-то даже протереть. Можно работать такими точечными движениями. То есть, по сути, материал становится таким живым
и дает более смело работать жидкими материалами. Я к тому, что если вы боитесь работать, допустим, акварелью, сразу смело там брать густой пигмент, то можно идти как бы от обратного. То есть взять похожий материал, который достаточно приближен, изучать форму, и то есть у вас будет благодаря такому графиту будет возможность корректировки в моменте и прочувствовать данный жидкий материал, который любит много воды. Вот. Так, с материалами я закончила. Еще, когда вы рисуете обычным графитом, который размывается водой, его, конечно, можно подснять клячкой или стиркой, вот, но только до того момента, как вы его не намочили. Как только вы его смочите, он стираться не сможет. То есть это уже навсегда. Либо, чтобы его подснять, надо взять кисть и размывать водой. Тогда материал позволит это сделать. Сюжет референс вы найдете в закрепленных, будет закреплен в описании. Это кот Микки из Америки. Изучить форму ее, да, и именно при помощи этого материала. Сначала начнем с композиционного размещения объекта нашего на листе. То есть кошка у нас большая, формат я взяла побольше, это у меня А3. Вот. И хочется, так как она у нас развернута вот в эту вот сторону, да, я ее как бы смещу больше вправо. То есть я ее размещу правее, чтобы перед ее мордой оставить больше воздуха, то есть чтобы ей было куда смотреть. И работаем смело, так как это карандаш, да, это не акварель, пока еще, поэтому мы можем наметить, каких габаритов у нас будет кошка. Условно я ее размещу где-то вот отсюда до сюда, чтобы здесь у нас пошел такой красивый, богатый такой хвост, а ее саму вот прям вот она у меня будет где-то вот здесь. Так, я немного пододвину. Вот так, совсем, чтобы было видно, был виден край листа. То есть я ее делаю не совсем прям в край, да, то есть где-то у меня тут место есть. И схематически, чтобы она у меня вписалась, чтобы я не промазала. Ну, даже если, в принципе, вы промажете, и она у вас получится более такая большая, это даже тоже очень круто. Если вот так вот у нас здесь, она здесь как такой мешочек, да. То есть, смотрите, я сейчас не прорабатываю никакую шерстинку, я намечаю просто форму, как она у меня идет и из каких частичек она у меня состоит, как у нее изгибается шея. То есть, чтобы она у меня не оказалась там какой-то прям гигантской такой кошкой. Я по несколько раз еще возвращаюсь, я внимательно смотрю на референс.
И пытаюсь повторить именно вот эти линии ее. Так, ну условно она у меня помещается, и сразу же можно наметить здесь вот этот богатый такой хвост, который к нам будет пушиться и увеличиваться. Вот он. Даже хочется ей какого-то формата побольше, да. Ну, мы изучаем форму. Итак, смотрите, по сравнению с референсом, то есть на референсе у нас кошка ровненько по центру, что, в принципе, для фотографии вполне себе неплохо. Мы видим прям живописную такую кошку, вот, прекрасную. Но на работе все-таки, если мы ее сделали бы по центру, она смотрелась более чем странно. Поэтому всегда сдвигайте, если у вас главный объект, ну, главный герой, скажем, это он, а не то, что его там окружает, то нужно играть с его расположением. Дальше я смотрю размеры головы. Возвращаюсь к коту. Если вы еще как бы только знакомитесь с предметом, не бойтесь ошибиться, разрешите себе вот допускать какие-то ошибки и такие, ну, неточности, да. Все это мы еще будем уточнять. Изучаем форму ушка. То есть я смотрю, насколько у меня ухо выходит выше, чем там, условно голова и вот этот вот поворот там шея, ну там ближе как бы к нам. Я его как-то прям таким большим захотелось мне сделать. Оно немножко повернуто вперед. И я сейчас сосредотачиваюсь именно на линиях и вот этих вот пятнах, именно темных, которые нам пригодятся потом. Да, можно сразу немножко тень наметить. Дальше у нас идет расположение второго уха. Точно так же работаем с соотношениями. То есть у нас здесь точка заканчивается. Можно приложить карандаш и посмотреть, на каком уровне у нас находятся уши. Да, и перенести эту точку. Ну вот где-то она условно. То есть вот линия где-то там. У нас будет по такому вот направлению идти, выглядывать наше второе ушко, и мы его ставим на место. Дальше поищем глаз. Параллельно я все равно еще прохожусь, даже может быть